Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, пасьянс. Ваше будущее до конца сентября. Или пасьянс, неожиданности и сюрпризы до конца сентября. И есть первая часть видео, точнее первый прогноз. И я говорила, что это первая половина только сентября. И это за счет того, что у нас в сентябре несколько разная энергия. С начала месяца приятный аспект Венеры, благоприятный, гармоничный более. Но уже 22 числа планета Венера оказывается в сложной конфигурации. Это квадрат к Плутону. И мы знаем, что Плутон, с ним всегда все связано как ломка какая-то или смена. И вот тут может быть как смена статусов, перемены в личной жизни или перемены в карьере. Но, наверное, самое главное, Меркурий в вашем знаке с 9 по 26 сентября. Это не только для вас положительный аспект. И Меркурий это в вашем знаке, это не совсем тот Меркурий, который в Близнецах. Такой более чересчур подвижный или где-то какой-то хаотичность. Может так быть. В вашем как раз случае это продуманность. Есть какая-то реальность. И нам как раз помогает всем, дважды, всем знакам зодиака, но для вас это благоприятное время все расставить по местам. Вы будете сильны как никогда. Это ваша какая-то прочная позиция, потому что 18 числа лунное затмение в рыбах, а управитель рыб это Нептун. И у нас Нептун находится в ретро-движении, и не совсем в конце сентября, а аж до 7 декабря. Поэтому это какая-то история нам может быть возвращена, и может быть нам придется разобраться в каких-то ситуациях, которые были связаны с противоречиями, какой-то тайной, или от вас скрывали. Может быть, и вы что-то скрывали, и тоже тут надо разобраться внутренними страхами или какими-то сомнениями. Этот период как раз может и ознаменоваться тем, что мы словно прозреваем, видим, вот что же в реальной жизни присутствует. И вот эта самая реальность без оправданий ставит нас, может быть, перед каким-то выбором. Но в вашем случае вы и так реалисты. И я шучу, но говорю, если и существует такая поговорка «сколько ни говори, халва, слаще не будет», то это где-то вот про деву. Правда, вы реалисты и прагматики. И в данном случае вот это лунное затмение, которое может вызвать некоторый хаос даже в эмоциональном состоянии людей. Кто-то может стать плаксивым. Это не вас касается. Это касается больше тех людей, ну, к примеру, ваше окружение. Вы ведь никогда не знаете, с кем вы столкнетесь. Это могут быть ситуации по работе. Или пошли решать какие-то вопросы, а там тоже человек, но не владеет собой. И лунное затмение на разные знаки зодиака будет разное воздействие как раз оказывать. Но для вас, у вас сильная позиция, повторюсь. И есть еще такой момент, Лилит в весах. И это не совсем до конца сентября, это еще и с продолжением. Это делает нам акцент на той сфере жизни, где вы словно ходите по кругу или какой-то надоевший сценарий, когда уже просто нужно выйти из какого-то ну, заскорузлого паттерна, который повторяется заново и заново. И мы можем где-то проанализировать, и может быть вот эта реальность без оправданий, когда мы все становимся реалистами, но вы, видимо, в особенности, потому что какая-то ситуация, она, ну, сколько ты себя на что-то не уговаривай, а это не может быть либо осуществимо, либо как-то продолжено, не служит нашему прогрессу. Я оставлю ссылки в описании под видео, предлагаю перейти, посмотреть в инфобокс. Там и ссылки на мой сайт, на мои статьи, на планетарные гороскопы. И также к разным видео, к плейлистам вы можете посмотреть. Как и по знаку зодиака себя, так и по асценденту. Или я бы рекомендовала еще и по Луне. Никогда не знаешь, откуда получим подсказки, правда? Итак, неожиданности и сюрпризы. Вторая половина сентября, до конца сентября. Для знака зодиака Девы. Что подскажет пасьянс? Будем, конечно, реалистами. Ну, вы-то как раз и реалисты. Смотрим, что у нас совпадает.
вас совпадает ключ. Это как открытый путь. Нет преград. Замечательное время. Не просто все расставить по местам, а еще и устремиться куда-то вперед. Осуществить какой-то проект. Возможно, тот проект, который много лет тому назад вы планировали, но по каким-то причинам не могли к этому приступить. Или что-то, ну, тоже вот не получалось. Или, может быть, вы, мои дорогие девы, вынуждены были заниматься чем-то другим, какими-то другими сферами жизни, какими-то задачами. А здесь вот больше фокус на том, что же я хочу достичь, что для меня будет важно. И нет преград, это правда. Пока с вами говорю, одновременно смотрю. Что же еще совпадает? Емкое значение, достаточно открытый путь. Для кого-то это может означать еще и переезд или поездку куда-то далеко. Когда смена планов, смена ракурса, смена интересов. Ну, здесь может быть по-разному. У кого-то буквально, может быть, придется куда-то съездить, отправиться и разобраться в какой-то местности вместе по тем или иным вопросам. Деньги. Может быть, разобраться с финансовым вопросом или решить что-то, то, что касается денег. Или сами по себе деньги есть, деньги будут. Или, может быть, какое-то продолжение вы будете, ну, продумывать, исходя из вашей ситуации финансовой. И так я тоже не могу исключить. Смотрю, что у вас еще совпало. И если мы складываем крайние карты в ряду, в последнем, у вас совпадает Солнце. Солнце, безусловно, это выбор правильного направления месяцев на 6-8. И, безусловно, это еще и карта радости, значение радости. Да, это где-то наше внутреннее эго, но, безусловно, что-то по-доброму, что-то по-хорошему, какой-то вопрос решается. Может быть и финансовый, может быть и по части недвижимости. Смотрю, что совпало еще. Сердце, мои дорогие, совпало. Это может быть любовь, благополучие, взаимопонимание, признание в любви. Может быть ваше, а возможно и вам. Или какой-то союз, такой приятно душевный. И, видимо, этот союз действительно приятно душевный, потому что любовное письмо. Это вы можете с кем-то общаться. Это может быть и новое знакомство, хотя напрямую значение нового знакомства не совпало. Но для кого-то это может быть недавний знакомый. Или просто какие-то контакты могут начаться с переписки, может быть. Или это все равно касается вашей какой-то личной переписки. Может быть, вы с вашим человеком находитесь на расстоянии. Меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя обстановка. Но как будто есть какие-то душевные отношения, и есть любовь, которая будет продолжаться. Даже если пока вы не вместе, а вынуждены быть на расстоянии или переписываться, тогда у вас все равно получится что-то осуществить. Может быть, все же карта или значение Солнца. Нет, вот я смотрю, пересматриваю даже те значения, которые могли бы служить больше предупреждением, у вас не совпадают, и это само по себе прекрасно. Правда, сильная позиция. Что-то себе, как и по части денег, как и каких-то согласований Солнца, так и по части личной жизни, что-то сделать в плюс, умножить или увеличить, или пусть это будет даже какой-то выбор, но значит вам его не составит труда сделать, мои дорогие девы. В чем ваша сильная позиция? В чем ваша сила? Или, что важно знать, в чем вы в принципе сильны, ваши приоритеты. Во второй половине
сентября. Давайте достанем карту, узнаем. Как видит колода карт Таро. Согласовывать как минимум 2 вопроса. Вот если были какие-то недопонимания, по 5 пентаклей мелкая карта, то есть нет чего-то глобального, но может быть как в основе чего-то лежит вот именно вопрос недопонимания и финансы. Тогда вот у нам как раз и вы какую-то свою траекторию отстраиваете, так и финансы вы получаете. И поэтому уйти и от, наверное, какой-то финансовой бреши или уйти от каких-то сложностей по части отношения или решить, вот, может быть, и в семье вопрос касался как раз взаимопонимания и принятия какого-то консенсуса. У вас, одним словом, получится совместить разум и сердце, мои дорогие, потому что это где-то логика и то, что мы чувствуем. И расставить все по местам. Давайте еще спросим. Мелкая карта. Какое-то важное решение вы будете делать. И это словно, я всегда говорю, выход из лабиринта. Да, выбор может быть, мои дорогие, но это мы выходим из какой-то паутины мыслей. Или, как я сказала, из лабиринта. Если до этого какая-то ситуация была не прояснена, или вы не знали, как какое-то дело осуществить, или как лучше действовать, то здесь вы точно с чем-то определяетесь, со своим направлением. И я сказала по Солнцу, что это выбор правильного направления. Давайте узнаем события, которые изменят вашу жизнь. Вторая половина сентября. Нечего добавить. Туз кубков. Радость, любовь. Сама по себе любовь. И знаете, вот эта лучезарная дельта, или то, что изображено как глаз над кубком, это вы действительно, может быть, большие реалисты, но у вас и сильная будет позиция за счет того, что вы четко знаете это направление. Если мы про отношения, то вы тоже как будто будете понимать, в какую сторону эти отношения развиваются. И у нас 2 рыбы внизу под кубком, и это один из символов благополучия, благосостояния. Это тоже символ денег конкретно и каких-то важных согласований. Может быть, это и касается по части недвижимости. Или, может быть, движимого имущества. В конечном итоге все то, что сводится к деньгам, у вас продуктивный период, именно вторая половина сентября. Ну, может быть, пока все мечутся, пока... Или для кого-то вот этот аспект, как лунное затмение, затягивает вглубь собственных эмоций, сомнений и страхов, а ваша сильная позиция в том, что вы до этого видели как-то очень объективно любую ситуацию в вашей жизни. И здесь просто все становится по местам. И вот этот выбор вам сделать просто легко. Вы можете уходить, как и от, допустим, продолжение каких-то тем, которые для вас не принесут материального эквивалента. Или вы можете отказаться от тех людей, которые ненадежны, с которыми невозможно установить взаимопонимание. Пересматривать окружение вы точно будете. События, которые изменят вас самих. Карта будущего. Вы смотрите в будущее. И я только что об этом сказала. Вы видите на пару шагов вперед. И по 3 жезлов нет ничего невозможного. Разве что какая-то, ну, как ваша, знаете, заминка, инициируемая вами. Вы можете остановиться для того, чтобы перед прыжком словно продумать, все ли я взял с собой, все ли у меня готово, как проверка какая-то, конечная. Но вы смотрите в будущее, и это вас меняет. А у вас какие-то перспективы. И вполне вероятно, вот эти полгода, которые последующие, чем вы будете заниматься, в дальнейшем это тоже какая-то и еще будет новая стратегия ваша. Или какие-то приоритеты тоже могут в дальнейшем измениться. Вы идете вперед, у вас, посмотрите, ничего нет из того, чтобы вас как-то затягивало назад. Или в какой-то водоворот событий, или что-то бы вам мешало. Вы так вот все расставляете, как положено. Или раскладываете по полочкам, или, может быть, какой-то последний аккорд. Давайте узнаем карту совет достанем на оракуле ангелов. Какой совет вам дадут карты, мои дорогие девы? Возможности, процветание, мои дорогие.
Изобилие, вот конкретно изобилие. Мне нечего добавить по деньгам, правда. Но, наверное, и не только. Все же это, знаете, самодостаточность в первую очередь говорит об этом карта. Это то, что когда вот мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, когда у нас сегодня все в каком-то слаженном ритме, порядке, и пусть даже вот сильная позиция, почему выпадают на первый взгляд такие карты, вроде бы мелкая карта, но которая говорит о важных вещах, недопонимание и финансовая какая-то сторона вопроса. Это наша реальная жизнь, а те люди, с которыми у нас есть взаимопонимание, или у нас есть какое-то взаимодействие, которое нас, ну, может быть, внутренне где-то обогащает, или те люди, которые нас вдохновляют, которые нас поддерживают, которых мы хотим видеть. Ведь не секрет, кого-то мы хотим видеть, а кого-то бы и век не видать. Но вот вы с этим где-то определяетесь, и благодаря вот этому окончательному решению совершенно другая, как будто сторона жизни перед вами открывается. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.